Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами немножечко погуляем снова по Невскому и пройдемся по одному из старейших торговых центров по Пассажу. Что ж, досмотрите видео до конца и надеюсь, что оно вам понравится. Пошли гулять. Начинаем нашу прогулочку прямо от Русского музея, который прямо сейчас перед вами. И давайте потихонечку выдвигаться. Как я уже и сказал, потихонечку мы сегодня погуляем по Невскому и зайдем в Пассаж. Небольшая прогулочка. По всей видимости, опять будет Невский жестить. Но я думаю, что немножко, потому что на Невском сегодня будем совсем немножко. И я постараюсь все-таки ходить более по тихим улицам. Кроме того, я думаю, в Пассаже вообще будет тихо. Ну, наверное, получится вот такой небольшой цикл выпусков, может быть, несколько, когда я буду заглядывать в самые крутые торговые центры Санкт-Петербурга. Может быть, их будет всего несколько, не знаю. Ходить по магазинам мы точно прям вот не будем. Это совершенно не формат того, что я собираюсь снимать. Но, тем не менее, мне кажется, что тем, кто еще не был в таких местах, будет интересно. Ну и, конечно же, кроме того, мы просто погуляем по Питеру. Сейчас март, весна, все потихонечку тает. Скоро начнет зеленеть. Здесь будет, конечно же, очень-очень-очень скоро, очень-очень красиво. Небо просто прекрасное, ребят. Солнышко, сегодня отличная погода. По большей части в городе все сухо, как видите. Брусчатка высохла. Сейчас вот мы потихонечку будем так, быстренько проходим, не мешаем машинкам. А сейчас мы как раз будем направляться опять-таки к тем самым передним рядам, про которые я вам уже рассказывал. Но к ним мы не пойдем. Мы только дойдем до Невского. На этой улице, по которой мы сейчас идем, в основном находятся отели и бизнес-центры. Это очень-очень дорогое место, чисто для туристов и бизнесменов, скорее всего, так можно сказать. На некоторых зданиях можно увидеть вот такие вот таблички. Это, по всей видимости, годы основания. Но мне так почему-то кажется. Это было бы вполне логично, что такие большие красивые дома в 1830 году вполне могли быть построены. На самом деле, несмотря на то, что эта улица находится в самом центре города, здесь есть бесплатные парковки. Вот, казалось бы. А, нет, вру, платные. В будние дни платные. Но по вечерам после 8 здесь можно приехать, паркануться, если найдете место, конечно же. И погулять по центру города. Я сам так неоднократно делал, и, как я понимаю, до сих пор ничего не изменилось. Даже несмотря на то, что здесь крутые бизнес-центры и еще более крутые отели. Сейчас мы дойдем до Невского, и я думаю, я постараюсь его быстренько проскочить, потому что действительно очень-очень много людей. И очень шумно будет. Хотя, я думаю, что картинка, которую вы увидите, просто вас в какой-то мере, просто порадует. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Хорошая погода, хорошее солнышко, красивый Питер. Почему этим всем делом не полюбоваться? Дойдем до Пассажа. Это уже будет буквально через пару минут. И продолжим.
Друзья, если вам нравится контент, который я делаю, и видео, которые вы смотрите, вы можете поддержать меня абсолютно бесплатно. Это вам ничего не будет стоить. Просто нужно делать 3 простых действия. Подписаться на канал, поставить лайкосик и, конечно же, написать комментарий под этим самым видео. Всем большое спасибо за внимание. Продолжаем смотреть. Действительно, на Невском очень-очень шумно. Я решил здесь остановиться, чтобы показать вам со стороны гостиный двор. И в такую солнечную, прекрасную погоду просто немножечко посмотреть на сам Невский. Господи, да таких солнечных дней в Петербурге не так часто и вообще можно наблюдать, не так много. Поэтому улыбаемся и машем, как говорится. Я надеюсь, что именно из-за таких атмосферных видосов вы можете удаленно абсолютно немножечко попутешествовать по Петербургу, если, например, в нем никогда еще не были или только планируете в нем побывать. Это отличная возможность заочно посмотреть на эти прекрасные места в хорошую погоду. Ну вот мы практически дошли уже до входа, центрального входа в Пассаж. Это вот такие гранитные основания и римские колонны. Сейчас мы и наверху, собственно говоря, отсюда даже видно название Пассажа. Давайте по нему прогуляемся. Само здание построено очень-очень давно, так, но сам торговый центр был отстроен в если я не ошибаюсь, либо, господи, либо в 840-м, либо, по-моему, здание строилось в 1840 каком-то году, а в послевоенное время его
перестроили уже под современный стиль. И до сих пор пассаж находится именно вот в таком, скажем так, в таком формате. Как я рассказывал вам несколько выпусков назад на своем канале, сам торговый центр, как видите, крыша прозрачная, немножко напоминает, знаете, какой-то променад между зданиями какими-то, да, как будто это какая-то старинная улочка с бутиками, между которыми можно просто прогуляться или что-нибудь купить. Но, по правде вам скажу, наверное, в данном торговом центре большая часть петербуржцев себе просто не сможет ничего позволить. Это по большей части туристический торговый центр. Особенно если учитывая, что в данный момент, в 2025 году, в Петербурге средние зарплаты в лучшем случае, это средние, повторюсь, средние зарплаты это порядка 60 тысяч рублей. И если хотя бы вот мы подойдем к одному из бутиков и просто глянем на цены, вы поймете, что здесь простым смертным здесь делать, конечно, нечего. Но, тем не менее, это серьезная, красивая, впечатляющая достопримечательность города. Несколько этажей, на каждом этаже, как вы видите, магазины. Ну, на самом деле, это просто красиво. Плюс, мне, например, очень нравится то, что вот по такой крытой улице, скажем так, можно пройти от Невского до Итальянской насквозь. В любое время года здесь всегда тепло. И это прекрасного роста. Довольно-таки приятно прогуляться. Вот на самом деле, видите, это уже конец торгового центра. Вот это огромное витражное такое окно. Кстати, вот смотрите, небольшие чайные. Ну вот в чайных таких посмаковать, скажем так, как получить какое-то эстетическое удовольствие от того, что ты в центре города сидишь в таком приятном, эстетически красивом, ну действительно элегантном, может быть, даже, можно сказать, романтичном месте. Это действительно классно. Ну, знаете, я прям не инфлюенсер, конечно, какой-то, но, тем не менее, если вы хотите немножечко покайфовать, и вы турист, заходите в таких кафешечках, сидите. Если у вас, конечно же, есть деньги. Что ж, друзья, ничего себе, какое интересное место. Мужчины сидят, а женщины что-то там колдуют. Выглядит как парикмахерская, наверное. Собственно, мы насквозь прошли весь пассаж. Подниматься на вторые этажи. О, здесь можно. Эта кафешечка чуть-чуть подешевле, наверное. Хотя сомневаюсь, что шибко намного. Собственно говоря, выходим насквозь. Это Итальянская улица. Начинали мы наше путешествие буквально вот оттуда, вот с той самой площади. И сейчас прямо по Итальянской улице, по которой
Мы с вами сейчас идем. Вот мы сейчас пересекаем Садовую улицу. Мы ее пройдем насквозь, пересечем ее. И идем к вон тому домику в конце, который вы видите, солнышком красиво освещается. Это Манежная площадь. Сейчас, я думаю, за кадром быстренько перейдем мы к перекресток и продолжим уже с той стороны дороги. Хочется добавить к этому ко всему, что вот эти самые места, по которым мы с вами гуляем, это мои одни из излюбленных маршрутов в центре города. Если вы когда-нибудь окажетесь в этих местах, обязательно посетите вот эти маршруты, пройдитесь по ним. Это, ну, на самом деле, даже, ну, как-то, это я не могу описать словами, но вдохновляет, наверное, в каком-то смысле. Особенно, когда, конечно же, погода позволяет, и можно получить удовольствие от этого. Давайте здесь, может быть, чуть-чуть задержимся. И я коротенько расскажу. Сейчас мы вышли на Малую Садовую. Вот там буквально минуту назад мы пересекали обычную простую улицу Садовую. Это Малая Садовая. Она упирается в Екатерининский сквер. Там в конце видна статуя Екатерины II. И если я не ошибаюсь, по-моему, это Александрийский театр. Вот на этом углу раньше находилась студия 5 канала, открытая студия. Сейчас вот я смотрю, она закрыта лесами. Но тем не менее, раньше, когда по Петербургу 5 каналу была передача «Диалог с городом», здесь была открытая студия, и прямо из стекол транслировался город, прямо в прямом эфире. Обсуждались все самые острые проблемы в городе. И сейчас, прогуливаясь по Итальянской улице, она постепенно вот так вот поворачивает. Вот это самая Итальянская улица. Как вы помните, в самом конце, я вам уже показывал в предыдущих выпусках, она упирается в Итальянский мост, маленький мостик тот самый, и упирается в канал Грибоедова. Тут маленький киоск Теремка. На самом деле он уже здесь стоит, я не знаю, наверное, десяток лет. Эту точку отсюда не убирают, видимо, очень популярная и видимо, очень хорошо окупается. Зато, гуляя по этой площади, можно всегда что-то перекусить. Блинчики какие-нибудь. Ну, как вы видите, блины в среднем где-то стоят порядка 150 рублей. В принципе, для того, чтобы перекусить, позавтракать или, не знаю, пообедать, чуть-чуть такой breakfast, бранч, да, устроить себе. В принципе, это небольшой ценник. Возможно, потому это место до сих пор пользуется популярностью. Всегда можно подойти и сделать перекус. Вообще, вот эта площадь... Манежная площадь, по которой мы сейчас вот идем, вот она впереди, пользуется огромной популярностью. Здесь зимой проходят ярмарки различные, все застраивается различными киосками новогодними. Летом, ну вот сейчас еще нет, но летом в центре включают фонтан, люди очень любят здесь отдыхать. Летом здесь, конечно, безумное количество людей, место очень красивое.
Вот это впереди высокое, с большими колоннами за деревьями здание с большими вертикальными витражными стеклами, окнами. Это здание Дома кино. В нем по большей части не выходят фильмы, которые популярны в прокате в других, в обычных кинотеатрах. Обычно здесь показывают неформатные фильмы начинающих кинорежиссеров, либо режиссеров, которые пробуют снимать что-то необычное, что-то, скажем так, не попсовое. Поэтому сюда приходят такие, знаете, любители, как это сказать правильно, эстеты, которые могут разнюхать в фильмах более глубокий смысл, чем там постреляшки, хихишки, хахашки в таком духе. Я ничего против этого не имею, но тем не менее, это вот я хотел вам сказать о таком здании. Оно здесь есть. Здесь проходят очень крутые премьеры очень необычных фильмов, на которые действительно стоит, возможно, на какие-то конкретно, да, сходить, посмотреть. И то, что крутится именно в этом кинотеатре, больше нигде, ну, практически нигде вы просто так вот сходить на премьеру не сможете. Ну что ж, друзья, наверное, этот выпуск я буду потихонечку закруглять. Это была прекрасная прогулка по Итальянской улице, по Пассажу, чуть-чуть мы Невский затронули. И в итоге вышли на Манежную площадь, собственно говоря. Что еще к этому можно добавить? Поддерживайте мой канал, как всегда, подписочкой, лайком. И обязательно оставьте комментарий к этому видео, чтобы я знал, что вам оно зашло. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Still right there. I can't help but think this through. All we needed was the truth. Young, setting out in the sun, as if the world